Видите, какой сильный ветер. Люди залезли в цивилизацию и думают, все, огородились от природы. Природа дала о себе знать. Назначение экспедиции завтрашней – посетить как можно больше объектов. Эти объекты представляют несомненный интерес. Один из объектов был найден случайно во время полета вертолета, привлек общее внимание. Гигантский кратер, один из самых опасных. Зря зачем шум поднимать? Если уж земля продырявилась, значит, тому это суждено было. А кричать начнешь, привлечешь посторонних людей. Человек очень далек до изучения этой природы. Напрасно себе бьет грудь, что все открыл или все уже успел сделать. Ничего почти не сделано. В легендах местного коренного населения бытует такое, что земля может развернуться. Для них это исторически являлось мистическим явлением. Приносили жертвы, какие-то олени туда бросали. Будем надеяться, что нам удастся разгадать природу этих объектов. The frozen Yamal Peninsula, the land of permafrost. If temperatures here increased even a little, the entire area might be completely submerged. Some forecasts suggest that could happen by 2050. Even now, the landscape is starting to change. New lakes appear and then vanish. Нам очень важно знать рельеф дна и увидеть кратер или жерло, уходящее в глубину. Поэтому необходима миниатюрная компактная аппаратура, эхолоты, по которой можно буквально за 5 минут понять, насколько нам это озеро интересно. Да, 5 метров глубина. Это не так мало. Это двухэтажный дом, но мы ожидаем гораздо большего на самом деле. In 2015, scientists asked local residents to let them know about any changes to the landscape, such as new craters or lakes. Ecologist Sergei Khudi was one of the first to answer the call. He's traveling to the tundra because he wants to see for himself how the landscape has changed along the route taken by his deer herding friends each year. Our production crew accompanies Sergei for the trip. Sergei was born and bred in the tundra, and so he knows the easiest path from place to place. It's 20 kilometers from the railway to the campsite beside the Yorubay River. Вот поле есть. Да, подвижность очень видна здесь. Весной заливает аж туда, вон до краев. Весной. Под силой воды еще больше разрушается. What the nomads have to say puzzles Sergei from the very beginning. Not only has the river changed course, but one of the lakes they drive their deer by every year has simply disappeared. The Ninyats have no explanation for it, so they turn to ancestral wisdom for answers. That enables them not just to see nature, but to hear what it has to say. Действительно, после вот этого обряда такое ощущение, ты очищаешься. Вот я прихожу в чум, любому человеку, который приходит в гости,
Он должен как бы с чистой душой, с миром приходить. Сеуни. Посир, все. Every year, deer herders follow the same route to the north of Yamal and then back again. The animals will only be able to get enough feed from the tundra if they're constantly moving, churning up the earth with their hooves as they travel. Sergei has his own deer herd, whose care he's entrusted to his friend, Nyadu Khudi. Вот ухо, смотри. Это целое. Вот, а правый, вот видишь, вот надрезы видны. Мой олень, все. In 2014, when another huge crater appeared in Yamal, trouble arrived with it in the form of deer plague. There's no evidence that the two events are connected, but the Nenets believe that they are. That autumn it started to rain heavily. Then the rain started to freeze and became a heavy snowfall. The deer hadn't built up the strength needed to find food. Nyadu's herd then numbered 3,000. Now, it's half that number. Вот у меня лично было голов 500. И мне сейчас осталось 100 с лишним. Вот такой ущерб был. И для нашей общей бригады тоже. Это тоже, наверное, явление какое-то. За что-то, наверное, Бог нас наказывает. Мы что-то, наверное, не так сделали когда-то. Кто-то. Тундровик без оленей никто. В тундре нет профессий. Профессия одна только – оленеводство. И все. Venison is the basic staple of the Nenets' diet. But they don't slaughter adult deer in summer because they can't be skinned after they've shed their winter coats. Instead, the younger ones are killed for food and to appease nature. The Nenets treat lakes with special respect. A sacrifice must be made to nature if lakes are to teem with fish, and the water persuaded not to take a man's life. The sacrifice usually consists of deer blood and food left on the shore. There are about 300,000 lakes in Yamal. The origin of many of them is unknown, and there are no fish in some. For Nyadu Khudi, today has been lucky. The lake is bountiful and provides him with a good catch. The most valuable part of the haul is called broad whitefish, which the nomads eat raw. Vera Khoroteto likes to keep the old Nenets traditions alive. She does live close to civilization, but will never exchange her tent for a flat. She watched with her own eyes as a lake appeared here. That was during yet another assault on the tundra by the advance of civilization, when construction of Penayevsk village began.
Это было не озеро, это были лиственницы. Однажды среди ночи гремело, и как блюдечко перевернулось на другую сторону. Лиственницы оказались внизу, а их корни наверху. И 3 дня здесь была такая воронка. И люди внутрь заглядывали. А на 4-й день все грохотало. То озеро, которое находится левее этого, перешло сюда. И озеро заполнилось, а там воды не осталось. Из нее не пьют, не используют в хозяйственных целях. Оно священное. Оно необъяснимое. Не силы человеческие там виновны, а силы земные и небесные, или, может, подземные. Дыры в землях никто не спрашивает никого. Вот захотела, образовалась. Есть свидетели, одна вот сейчас женщина своими глазами видела хозяина этого озера. Я спрашиваю, а какой он был? Она говорит, очень страшный. Она очень быстро заполняется. Трудно узнаваемо, да. Да. Озером станет. Смотрите. Хотим просто показать, как оно рушится. Все, пошел. Вы рухнете, там навес просто. Вот видите, показывает. Температура воды 2 градуса, глубина 46 метров. Вы видите, как обрушается порода, так сказать, постоянно, и расширяется жерло воронки. Уже можно говорить, что это озеро. Уровень воды на 25-30 метров поднялся по сравнению с прошлым годом. Пробы показали, что никаких НЛО, никаких метеоритов, никаких аномальных объектов здесь не было, за исключением возможного выброса газа. Да, ты когда вот столько километров летишь, прилетаешь, и потом думаешь, боже, а как же это могло произойти, да? Сейчас вот, ну и такой легкий шум, да? А тогда вот эти комья падали, высота очень большая, вот такие вот, и он как труба. Как резонатор такой. Бу-бу. И такое аж эхо, такое бьет сильно. Такое гнетающее чувство было вообще. Мы сделали первую экспедицию уже в июле месяце 2014 года. Посетив объект, мы поняли, что обязательно надо сделать экспедицию в ноябре месяце. Именно тот момент, когда только зима наступает, почва и грунт начинают замерзать. И можно спуститься внутрь и безопасно для жизни провести работы по сбору информации. Страшно было в первый момент, когда мы спускались. Внимание, человек сверху! Во-первых, мы проверяли опасное содержание газов. Спустившись на дно, мы не понимая, какой лед будет крепкий. Держит, не держит. Настолько завораживает и ощущение вплоть до того, что ты там, может быть, и на Марсе, может, и на какой-то другой планете. Пробы собрали, но опять же, это позволяет сделать еще один шаг в плане изучения. Они несут свое большое значение, вот эти данные, спустя время.
А там какая глубина? 60 метров. The deer herders from Yadu Khudi's group have never seen these shots before. А это то, что сейчас. Как оно вообще произошло? Выбросило или что? Загадка. И такая ровная? Круглая, ровная. Специально его вот так вот и просверлили. Утром проснулся, соседа нету, да где чем? Улетело. Соседа нету, да? Ну его как наружу выбросил, да, или Оружие там как кратер. Да, кратер же. The nomads do recall seeing something similar in the past. Здесь у нас там озеро есть, там, ну, очень пресное. У него глубина вроде 1,5 метра. Метров 10 отойдешь, все 120 метров можно. И еще 8 объектов таких. Куда уже страшновато становится. The Ninyats haven't seen hail like this, especially in midsummer, for at least 30 years. Полуостров Ямал. 17 июля 2015 года. Чистейшая вода вообще. Ледяная вода. По своей привычке немцы много не разговаривают, так и не кричат ни о чем. По северу же таких оползней много. Эти сели, эти движения из земли, что дыра в земле. А так, если бы они сообщали, было много же разных таких случаев. И вот одно стойбище хотели чуму прямо с краю поставить, в сторону озера. Потом кто-то из старых людей говорит, давайте мы чуть дальше поставим. И они поставили чуть дальше. А ночью от грохота проснулись, все выскочили из чума. В 5 шагах от последних нарт земля обвалилась и скатилась в сторону озера. Local hunter Nyadma Poika sees more land falling into lakes and rivers every day. He agrees to give Sergei Khudi a lift to the railway. Nyadma's had a good day. He's just caught a bearded seal. People who live on the tundra will never pass an opportunity like that. They believe that the fat from this animal helps fight off colds better than any modern medicine. Sergei Khudi is returning to Selikhard to record the landscape changes that have taken place over the last year.
our film crew stays with the hunter. They'll go with Nyadma to see another mysterious lake, one that hasn't been researched to any great extent. Зубы видишь? Ничего себе. Корневые. Давно это обнаружили? В прошлом году. У меня в прошлом году вот здесь брат стоял, старший брат. У него сетки обычно здесь стоят. Пошел проверять сетки, он по берегу шел, наткнулся на бивень мамонта под 80 килограмм. И вот косточки он собрал, вверх положил, чтобы народ любовался ими, чтобы не гнили они вот. Старики говорят, нельзя вот кости брать. Надо вот бивень взял с собой, надо потом оленя забить туда-сюда, ну, где нашел бивень, жертвоприношение, чтобы ничего плохого не было. Вот. Бивень находит, потом кто-то в семье все равно умирает потом, через 2-3 года. Вот. Там же она не к нам принадлежит, а подземным мирам. Из космоса мы видим, что вокруг одного большого озера, порядка 100 на 50 метров, существует еще свыше 30 маленьких. И мы предполагаем, что из каждого из этих озер были выбросы газа. Тут полметра, там метр. Тут 0,7 показывает. Удивительно, что там мелко. Craters like this usually appear in areas that are dotted with small hills. A more scientific name for them is permafrost mounds. Scientists say it's because of a natural process that expels gas from the ground. The Earth is a living organism, and so it releases what it can't hold. During our expedition, new mounds were discovered, which in time will turn into more craters. Мы не сомневаемся, что многие сотни, может быть, даже и тысячи озер имеют происхождение вот именно вот такое же, как вот эта воронка, где были выбросы газа, которые достаточно быстро, вот сейчас мы видим, буквально за 2 года такой кратер превращается в озеро, и я думаю, что через 5-10 лет это озеро мало чем будет отличаться от других соседних озер. It takes about an hour or two to take down the tents, pack up, and prepare the deer herds to move on. Niad's destination is a long way to the north of the peninsula. Along the way, there are many camps. They'll probably be beside lakes that the deer herders have never seen before.
8 моих оленей весело бегут на солнце. Мама моя остается здесь. 2 мои слезинки молча упали с моих глаз. Я думала, ей очень плохо в том мире будет. Но я вижу, белый ее капор под солнцем блестит. Подземный мир – это чужой мир для человека. Если нянец выполняет то, что он должен выполнять по жизни, он никогда в подземный мир не попадет.